Так, приехали. Я с двух девушек. Ценник 494 рубля. Почему-то изначально, по-моему, было что-то больше, 500, что ли, с чем-то. Вот, в центре, короче, мы находимся. И девушки ехали, выбирали нижнее белье, трусики и эти, как ее, и халатики прозрачные, и трусы с этими, как с рюшками, или как они там называют. Вот. Всю дорогу. Давай красные, вот эти красные и прозрачный халатик. Короче, такие вот пассажиры бывают, обсуждают. Смотрите, короче, какая история. Прибывает в 11, выйду в 11:05. То есть время 10:54, да? Вот. Ну ладно, что еще там, кстати, я со стороны старого вокзала. Все как бы, все описано, все написано. Но ехать нам как раз таки 5 минут. Поедем, съездим, наверное, заберем, да, пассажиров, отвезем. Заработаем какие-то бабки. Но что-то печально. И с учетом того, что как у меня день начался. Так что, как бы, такой себе. Ладно, едем по заказу на главный ЖД вокзал. Братва, всем здорово. Чё, как вы там? Пишите в комментариях, какие новости, что нового. Вот, сегодня среда, да, и мы работаем. Сейчас вы увидите, как у меня началась рабочая смена. Точнее, там пару заказов я сделал, и произошло вот это. Так, что, пацаны, произошла неприятная история. Появился вот такой скол. Ну, блин, плохо видно, но как бы вот так. Камень только что прилетел. И снутри сразу же почернело. Я так понимаю, что обогревательные нити замкнуло. Что, заехали чинить. Хорошо нас приняли, пропустили вперед. Сейчас будем исправлять. Засверлились. Видно, нет, вообще мне не видно. Открепили вот такую штуковину. Погрели зажигалкой с утра и ставили такой вот сверху. Значит, грели зажигалкой, крутили вот эту вот штуковину. Я думаю, что осталось немного, сказали, там в течение 20 минут и все будет готово. Вот такая лампа ультрафиолет. Все, заделка подходит к концу. Так, ребят, ну что, даже вот и не видно его. Ну так, маленький как бы скольчик, как будто. А так все залили, все сделали. Ребята молодцы, у них такие педантичные. Все по местам. Стоит все чистенько в боксе. Мастер не захотел, сказал, меня не снимай. Поэтому пришлось вот как-то так, такие съемки делать. А так вот то, что осталось, немножко есть, конечно, аж никуда не денется. Ну ничего, вроде как бы глаз не напрягает. Все залили, все сделали. За это мы отдали 1600 рублей на магистральный. Теперь поедем работать. Так, заканчиваем заказ очередной.
как раз таки он был с главного 265 рублей. Сказали мне, откроют. И тут ворота у них обратно. Пока оценочку ставить не будем. Посмотрим как. Ну хотя там он Мерседес едет спереди. Наверное, возможно, он тоже будет открываться. Так что все нормально. Просто один раз как-то я постоял здесь и подождал, наверное, минут 5-7 точно простоял. Продергался, потому что, ну, блин, пассажирка тоже пообещала, открою. И по итогу то ли она раньше открыла, то ли забыла про меня. И получилось так, что я стоял и ждал. Так, летит плюс 50, спортовый. Поехали, отвезем. Так, выехать бы нам еще отсюда. Ладно, выйдем, наверное. Кстати, хотел вам сообщить, что все-таки я съездил на адаптацию робота. Адаптировали мне его через программу Oxido LX. Представляете? Ну, там такой же робот стоит. Но машина поехала по-другому. Толчки, пинки всякие, которые там были, когда заднюю скорость включаешь, они ушли. Ну, то есть машина едет так же, как она ехала изначально. Сцепление подвели, и первое, и второе. Проверили давляк масла в коробке, как там работает сцепление, правильно, неправильно. Короче, все проверили, все посмотрели. Цена вопроса 1500 рублей. Так что я думаю, кому надо, обращайтесь, если в Ярославле. Я подскажу, за просто так, не реклама, ничего. Парень смышленый, вроде как бы мне понравилось, все быстро, попробовал, все проверил, все посмотрел. Так что такие дела. Вот, сделали нормально. Что у нас еще? Заказали, ну это в следующем, наверное, ролики. Там заказали еще одни запчасти, которые тоже будут меняться. Поменяем запчасти, и потом, наверное, будет ролик как раз таки про пробег целиком. У нас он уже 110 тысяч, и будет про все запчасти расскажу, про ценники, какие лучше советуют брать там. Ну вот про вот это вот все тоже расскажу через ролик. Скорее всего, найду возможность записать все это, потому что время упирается. Такие дела. Пошла пассажирка. И у нас вот такой вот 9 минут. 9 минут 169 рублей. Представляете? 9 минут. Приходится возить вот такую вот шлепаторию. Ну а чё? Никуда не деться. И такое тоже надо возить. Кто, если не мы? Кто-то же возит. И нам придется тоже повозить. По комфорту. По комфорту. Барышня спрашиваю, где удобнее? Без разницы. Без разницы. Без разницы, надо было там прям высадить на дороге. Вот, короче, что я хотел сказать. Вез сейчас таксиста. Вот парень как раз спортовый. Он сдавал машину. Он, короче, хавал М6 на роботе. Кстати, кто знает, есть в хавале М6 турбина или нет? Ну, турбо она, короче, или нет? Напишите в комментах. Вот, этот парняга говорит, что все печально что-то в этом году. Вот, говорит, я Машу тачку сдал, говорит, потому что, говорит, ну, нету, говорит, бабок в такси. В прошлом году, говорит, было веселее. Вот, я говорю, ну, я заметил, что, да, куда-то они, но стало потухлее, вот, честно говоря, потухлее.
Ну, хотя будни, в выходные что-то я в последнее время тут не работал. Вот, в эти выходные, наверное, буду работать. Посмотрим, сравним. Ну, и как бы дела все равно никто не отменял. То вот одно, то другое, то с стеклом вот эта вот шляпа, то тоже по сервисам, то втулки, то еще что-то. То это адаптация, опять же. Ну, короче, то свои дела. Тут ездил тоже в другой город по своим делам. Короче, как-то не получается полноценно месяц раздавить. Опять же, вот сейчас апрель, и я уже больше 6 дней, дней 7, неделю, грубо говоря, да, не работал. Ну, короче, вот так как-то. Ладно, что, сейчас легкий перекус и продолжим работать. Так, ну вот этот заказ, там 2 километра, 12 минут, 283 рубля. Там следующий прилетел ПК Плюсу, по-моему, плюс 50, подача 410 метров, пару минут Саура. Поедем. Ну, честно, я, конечно, был в шоке. Просто, вот, кстати, вот там вот перекресток, вот за ним по Свердлову я ехал сюда, в эту сторону. И вот там вот, короче, я стоял прямо, а ей надо было на поворот. И вот она меж машин попыталась пролезть, и причем, ну, не потихонечку, а на скорости, короче. Вот как бы так, как я. Только у нее был промежуток намного меньше. И она меня прямо это... Ну, и вот я говорю, я прямо вот дернул рулем так чуть-чуть и прям газ дал. И почти уперся впереди стоящую машину. Короче, стрессанул я прям. Я думал, она мне сейчас всю бочину расчерпает, ёпта. Клуша. Вот, едем на следующий, короче, заказ. Даже слов нет. Ну вот как просто называть таких людей? Вышла такая: извините, ой, извините, ну важно ничего нет. А я матерюсь там через слово мат, короче, ору на нее. Даже сзади стояли, короче, она проехала чуть дальше. И сзади, которые машины стояли, между мной вот здесь вот и следующей машиной, короче, они не стали проезжать здесь. Они ждали, пока зеленый не сгорит и пока я не тронусь. Короче, такие дела. Ой, да. Ну, бывает. Все бывает, но просто, девушки, будьте внимательнее на дорогах общественного пользования. Смотрите, что там делают. Там все перекрыли. Блин, теперь там неудобно к Ауре подъехать, чтобы забрать пассажира. Красят этим. Они вот покрасили, снимают. Нет, так только часть покрасили. Ой, ладно, забираем пассажира. Так, что, мы на Московском проспекте. Вон пассажирка пошла. И 398 рубасиков припало в наш кошелечек. Конечно, сегодня день приключений. Это шерсть атаковала мое зеркало заднего вида. Потом, точнее, сначала камень, а потом шерсть. Короче, такое все. Че, я спать ужасно хочу. Что-то сегодня так ночью хреново спал. Вот, ну ладно, ничего страшного. Не унываем. Я думаю, что еще, может быть, часик-пару мы точно поработаем. И потихоньку будем выдвигаться домой. У нас, кстати, следующий заказик на Московский проспект. Типа 6 минут, он говорит, ехать до Тудова. 2,3 километра подача. Поедем, заберем. Это с автовокзала. Тоже там плюс чего-то, какие-то копейки по комфорту. Так, погодка уже начинает портиться. Солнышко куда-то ушло. А мы выполнили заказ на 20 минут, 410 рублей наличка была. Дали 1010, 600 рублей сдал сдачи. Сначала говорю такой: я говорю, у вас 10 рублей не будет. Я вообще, короче, принял стратегическое решение. Я не ввожу с собой мелочи. Я, короче, когда мне дают мелочь, и я
приезжаю и дома сыну отдаю, короче, я все, что дают. Вот. И говорю, у меня нет вот мелочи. Могу там вот сдать там. Короче, там 40 рублей бы она мне оставила бы. Чай 550, там 410. Как бы у нее поездка. И 590 я ей должен. Я говорю, могу дать 550. Сразу же 10 рублей нашлось, чтобы 600 рублей сдать сдачу. Вот так вот. Такие вот дела. Что-то даже это не дал ничего по цепочке, никаких заказов. Я не знаю, что делать и куда ехать. Блин, погода прям так испортилась. И спать еще больше захотелось. Сегодня такая какая-то непрущая смена, так скажем. Сейчас, наверное, еще часик поработаем, проставим с кнопочкой домой и поедем домой отдыхать. Так, приехали на Радищево и 11 минут 293 рубля. Там пассажир, у него какая-то хуйня с лицом, скажем так. Как типа лишая на лице, ёпты, вообще там, короче, не знаю, язвы какие-то. Специально маску надел, чтобы не видно было, а там по всему лицу, короче, такая хуйня. Вот. Как-то так. На следующий заказ тоже по К+, и время 16:31. И сейчас я выполню вот этот заказ. Не знаю, куда он будет. Соответственно, сейчас узнаем. И проставлюсь кнопочкой домой. Вот. Это может и не проставлюсь, потому что не это какой. Ну, может быть, он и уже в сторону дома. Или может быть наоборот, куда-то в жопу мира. Откуда потом придется добираться целый час. Ну, в принципе, навряд ли. Хотя уже пробочки, точнее, час пик начинается вечерний. И возможно, что так и будет. Ладно, увидим сейчас. Что гадать. Так, мы на свободе 60В, так скажем, да? Вот. Подъехали. И это по пути домой. 339 рубасей нам дал Яндекс заработать. Но я, конечно, ожидал чуть-чуть другого. Ну вот, если честно, не такого заказа, а прямо в свой район, в Брагино. Но, к сожалению, вот такой заказ с Республиканского до Свободы. Ну, может быть, еще что-то Яндекс нам даст. Что, конечно же, навряд ли. Осталось 9 километров до дома. Так, ребятушки, взял еще заказ по К+, с проспекта Ленина. И едем. Удивительно, но дал еще один заказ. Он пошел пассажир нашего крайнего заказа, 20 минут и 525 рублей. Мы на проспекте Дзержинского у магазина Дикси. Надо было, кстати, даже бонус какой-то мы схватили, 546 рублей. Вот. Че, нормально доехали. Значит, короче, вот так вот. Яндекс даже подсыпал 2 заказа домой. Так, ну че, ребятушки. Вот такая насыщенная конченными событиями смена получилась. Это шерсть, которая пыталась оторвать зеркало и чуть не вплюхалась в бочину. И камень или шип, я не знаю, что там, вылетело в стекло лобовое. Ездили, чинили. Как-то так вот прошел наш сегодняшний рабочий день. Ну и, честно сказать-то, не особо мы чего-то там и заработали. Вот, вы уже, наверное, видите все на экранах. И так, для полного антуража, как бы, так скажем, я покажу, что там у нас по Яндексу.
Вот такая вот тут история с Яндексом. Ребят, не забываем подписаться и пишите в комментариях, что бы вы сделали на моем месте, когда вот такая штуковина произошла с этим стеклом. Я не стал там развивать что-то, каких-то бабок там с нее просить. Что-то какая-то вроде царапка есть маленькая, небольшая. Ага, но морального ущерба как бы нанесено целая куча. Вот, прямо сейчас меня так расслабило, когда вот все вот уже как бы подотпустило, так сказать, нервы. И неприятные ситуации такие. Так что как-то так. Всем добра и всем пока, ребятки.